Всем привет, на канале Александр Брест. Сегодня к нам в гости попал шуруповерт Ryobi из универсальной линейки OnePlus. Модель R18DD3. Вот такой вот. В данном обзоре будем рассматривать только тушку, поэтому в комплекте идет сам шуруповерт и бита. Двухсторонняя бита, если быть точнее. С одной стороны PZ2, со второй стороны плоская 6. Ну вот мы с комплектом разобрались, поэтому давайте поговорим непосредственно о самом шуруповерте. Начнем, пожалуй, с того, что он двухскоростной. Переключатель довольно жесткий. Максимальные обороты на первой скорости 500, на второй 1800 в минуту. Шуруповерт оснащен регулятором усилия, регулятором оборотов, реверсом, быстрозажимным 13-мм патроном с трещоткой, диапазон зажатия от 1,5 до 13 мм. Кстати, не понимаю почему, но в паспорте шуруповерта указано от 2 до 13 мм. Но опытным путем было выяснено, что полторашка вполне себе таки неплохо держится. Максимальное усилие на первой скорости 50 ньютон-метров. Однако хочу обратить ваше внимание, что в зависимости от применяемой батареи усилие может немножко меняться. Помимо всего вышеперечисленного, в шуруповерт встроена функция быстрой остановки двигателя. И в любом литий-ионном аккумуляторе OnePlus имеется защита от перегрузки. Вот примерно так. Ну и осталось рассказать лишь о том, что в нижней части корпуса шуруповерта имеется один слот для бит и подсветка. С комплектацией и функциями разобрались, поэтому давайте приступать к небольшим тестам. Для начала заценим эффективность подсветки. Вырубаем свет, зажимаем мелкую биту и вперед. Ну, светит туда, куда надо. Повторяем то же самое с биткой подлиннее. Опять же светит туда, куда надо. Но, увы, несмотря на это, в подсветке есть свои минусы. Обратите внимание. Для того, чтобы включить подсветку, необходимо запустить шуруповерт. И непосредственно после того, как вы отпустите курок, свет гаснет. Не знаю, как кому, пишите в комментариях. Мне лично нравится, когда можно сделать вот так. Не запуская свой шуруповерт, поднажать, так вот взять, вот, прицелиться светом, видите, свет горит. И потом начать сверлить. Но это мое личное мнение. Ладно, давайте посмотрим, люфтит ли патрон в этом шуруповерте. Как всегда, зажали битку в шуруповерт и давайте подергаем вперед-назад. Люфт имеется. Теперь давайте заценим боковой люфт. Небольшой люфтец имеется. Теперь проведем тест на биение патрона. Зажимаем небольшое сверлышко в патрон. Ну, естественно, проверяем. Результатами теста я доволен. Биение патрона практически отсутствует. Ну а теперь проверим чувствительность муфты. Ставим ее в режим минимального усилия. Берем кусок мягкой древесины, ну и, естественно, вкручиваем в него супер маленький саморезик. Ура, товарищи! Крепеж не сорван. Этим шуруповертом можно крутить и мелочь. Если сравнивать его с предыдущей моделью RCD1802M, то тот шуруповерт со стопроцентной вероятностью либо сорвал бы вот этот шурупик-саморезик, либо просто провернул бы его в древесине. Поэтому молодцы, доработали. Одобряю. Битка весит 10 грамм. А шуруповерт 1277 грамм. Ну а теперь, как всегда, до потрохов. Давайте снимем патрончик. Для начала выкручиваем кантрилу, ну а затем снимаем и патрон. О, вот так вот.
Если интересно, как конкретно я снял этот патрон с этого шуруповерта, то ссылка в описании. Но досмотрите сначала этот ролик. На данном шуруповерте применяется резьба 1/2 20 UNF, довольно распространенная. Ладно, резьба шпинделя это, конечно, весело, но давайте курочить дальше. Раскрутили и вскрываем. Давайте сразу достанем все содержимое, чтобы нам было удобно его рассматривать. Начнем, пожалуй, с переключателя скоростей. Жесткие щелчки обеспечиваются распорной пружиной и вот такими вот выемками, которые как раз эту пружину и фиксируют в нужном положении. Неплохо сделано. Кнопка включения в данном шуруповерте стоит самая обыкновенная, со встроенным реверсом, со встроенной регуляцией оборотов и с таким вот диодом подсветки на проводочке. Давайте отщелкнем двигатель и отложим редуктор в сторонку. Стоит в данном шуруповерте добротный 18-вольтовый двигатель от фирмы Леши. Ладно, с этим все понятно. Лезем в редуктор. Ведь всем интересно, на чем конкретно держится наш шпиндель, да? Чисто в качестве доп. Информации перед разборкой. Щелчки слышны всем, я думаю. Так вот, эти щелчки создаются вот этими вот двумя пружинными пластинами и ответными выемочками вот здесь на корпусе. Поэтому, если вдруг вы забудете их поставить на место, то ваш шуруповерт перестанет фиксировать муфту регулировки усилия. Давайте сразу, не отходя от кассы, подкручиваем вот эти вот шурупики, на которых держится наша скоба переключения, и приступим уже непосредственно к разборке нашего редуктора. Возьмем обычную плоскую отверточку и скинем вот отсюда скобу переключения. Вот так вот. В принципе, давайте ее вообще уберем. После этого вытрясаем содержимое. Для того, чтобы долезть до нашего шпинделя, нам необходимо открутить вот эти вот 4 шурупика и снять верхнюю часть редуктора. Ого-го! Вот это круто! Ребят, вы посмотрите вот на эту штуку. Это ж просто офигенно. Знаете, что офигенного? Если вдруг у вас сдохла первая передача, слезались вот эти зубчики, можно сделать вот так вот. И вуаля, перевернув вот эту муфту, вы получаете опять рабочую первую передачу. Круто же, да? Весело. Ладно. Отвлеклись. Давайте разбирать дальше. Так, что у нас тут имеется? Для начала, все шестерни, прям все, сделаны из железа. Точно не помню, пишите в комментариях. Вроде бы в 1802 она была пластиковой. Под словом она подразумевается венец переключения. Блокировка вала, ну, по сути, как и везде. Бочонки, центральная часть и так далее. Смазан редуктор довольно мягенькой смазочкой и довольно обильно. Я уже, правда, всю эту смазку размазал по столу. Ну да ладно, у меня ее хватает. Пересмажем. Пришло время узнать самое главное. Но для этого нам необходимо снять стопорное колечко. Вот так вот. Разобрал я это чудо техники и увидел, что в передней части вала у нас стоит 6800 подшипничек шариковый, а непосредственно за ним стоит вот такая вот втулочка. Хотелось бы, конечно же, подшипничек второй. Ну да ладно. Ну а деталюхи у нас как бы закончились, поэтому давайте собирать. Делаем то же самое, только в обратной последовательности. Устанавливаем наш вал, потом ложим пластинку и фиксируем все это дело стопорным кольцом. После этих манипуляций наш вал уже наружу не вылезет.
Ну а дальше дело техники. Просто закидываем все деталюшки в нужной последовательности. Закинули бочонки. На бочонки закидываем шарики. И фиксируем все вот этой вот штукой. Теперь блокировка вала. Вставляем центральную деталь. Затем вставляем вот эти вот бочонки. Вставляем. Установили бочонки и устанавливаем вот этого водилу. Теперь поставим вот эту часть корпуса. Поставить неправильно невозможно, так как здесь торчит загогулинка, а здесь имеется углубление под эту загогулинку. Вот так вот. Ну, естественно, прикрутим. Ну вот, редуктор почти собран. Ставим еще одну водилу. Ставим венец переключения. Так, где там сателлитик? Еще один. Вот. Давайте мазюкнем малость. Ну и, короче, собираем дальше. Остается накрыть вот этой крышкой. Я, пожалуй, сразу, чтобы у меня эта вся конструкция не разваливалась, защелкну двигатель. Да давай ты, господи. О. После чего можно устанавливать наши щелкалки. Или как там они называются, по барабану, главное, что щелкают. И этот, не забыть установить, скобу переключения. Как всегда предупреждаю, при установке скобы переключения будьте внимательны. Ваша задача попасть вот в этот паз, чтобы наш венец подвижный ходил вверх-вниз. Если в него не попасть, ну, просто будут проблемы с переключением, и потом можно ушатать редуктор. Поэтому устанавливаем правильно. Прицелились хорошенько и вставили с одной стороны. Затем перевернули редуктор, поправили венец, как нам удобно, и защелкнули. После установки обязательно проверяйте с обеих сторон. И только убедившись, что все стало так, как надо, можно закручивать наши вот эти фиксаторы. Ну вот наш шуруповерт, грубо говоря, собран. Остается установить последнюю деталь и вкинуть все это в корпус. Обратите внимание сюда. Раз паз, два паз и три паз. Все пазы разных размеров. Здесь же у нас находятся клычки. 3 штучки. Опять же, все 3 клыка разного размера. Наша задача попасть нужным клыком в нужный паз. Вот так вот. Ну вот и настал тот момент, когда мы вкинем всю эту красотищу в корпус. Не забываем про разные мелочевки, типа места для биты, переключателя скоростей, переключателя реверса и тому подобного. Ладно, короче. Еще раз убеждаемся, что все установили на места, что нигде ничего ничему не мешает, и можно приступать к установке верхнего корпуса. Все сходится офигенно. Остается лишь прикрутить. Ну вот мы наши чудо техники и дособирали, поэтому давайте поставим патрон. Установили патрон и вкинем контрилу. Ну и, естественно, ее закрутим. Лепота. Ну а теперь можно приступать к проверочке. Вторая скорость, режим сверления. Регулятор усилия работает, вторая скорость работает. Первая скорость. Реверс и регуляция оборотов, я думаю, тоже видно, что работают.
подсветка светит. Но теперь, что же я могу сказать по поводу этого шуруповерта? Аппарат хорош, но не без минусов. На мой взгляд, одним из самых больших минусов этого шуруповерта является то, что здесь подшипник и втулка, а не два подшипника. Было бы два подшипника, я думаю, и люфтец поменьше был бы. Вот так вот. Ну и второй минус с подсветкой, но это такое, лишние придирки. Что касается остального, особо не доковыряешься. 13 мм патрон с трещоткой. Вполне. Муфточку подправили, сделали более чувствительной, клево. Редуктор весь железный, в том числе венец подвижный. И, что самое важное, венец съемный, металлический, неподвижный. Это вообще круто. То есть, прям классно. Двигатель леший, хороший. Кнопка, ну, в принципе, ничего особенного, но вроде как работают. Точно. Личная доколебка. Если сравнивать с 1802, вот этот вот порожек вот мне как-то немножко неудобный. Но теперь немножко обобщу. На мой взгляд, данный шуруповерт прокатит практически на любые виды работ в одних руках. Помимо тех работ, когда шуруповерт необходимо держать постоянно на весу, потому что вес малость большеват. Но опять же, его можно немножко уменьшить с помощью аккумулятора. Взять, допустим, не 4, а 2,5. Но это отдельный разговор. Ну а я надеюсь, товарищи, что если у вас есть такой шуруповерт, то вы поделитесь своим мнением в комментариях. Ну и естественно, подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео. Ну и хватит.